Харе Кришна. Мы прочитаем сегодня 22 стих 3 главы 2 песни Srimad Bhagavatam. Глава называется «Чистое преданное служение». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Barhaite Tanayananam Lingani Vishnu Anirikshatoye Padamrinam Tadrumajan Magajo Kshetrani Nadu Rajato Hareyo. Перевод. Глаза, невзирающие на символические проявления личности Бога Вишну, его образы, имя, качество и так далее, подобны глазкам на хвосте павлина, а ноги, не несущие человека в святые места, где живет память о Господе, стволам деревьев. Комментарий Шрила Прабхупады. Поклоняться божествам рекомендуют в первую очередь преданным домохозяевам. Каждый домохозяин, которому позволяет условия, должен под руководством духовного учителя установить дома Мурти Вишну, в особенности божества Радхи, Кришны, Лакшми, Нараяна, Ситарама или другие формы Господа, Нарисимху, Вараху, Гаванитаю, Мачи, Курму, Шваркаму, Шилу, а также Тревикраму, Кешева, Ачюта, Васудеву, Нараяна и Дамадару, как рекомендуют Вайшнава, Тантры и Пураны, и вся его семья должна поклоняться божествам, строго следуя правилам и предписаниям Арчана Видхи. Каждому члену семьи по достижении 12 лет следует получить инициацию у истинного духовного учителя, и ежедневно с 4 утра и до 10 вечера семья должна служить Господу, совершая Мангала Аратрику, Ниранджану, Арчану, Пуджу, Киртан, Шингару, Бходжа, Вайкали, Сандья, Артрику, Патху, Бхогу, вечером, Шаяна, Артрику и так далее. Поклонение божеству под руководством истинного духовного учителя поможет домохозяевам очистить свою жизнь и быстро усвоить законы духовной науки. Преданному неофиту мало иметь одни теоретические знания. Знания, подчеркнутые из книг, это теория, а процесс арчаны, практика. Духовное знание необходимо углублять, сочетая теорию с практикой, что поможет человеку достичь духовного совершенства. Обучение неофита преданному служению полностью зависит от опытного духовного учителя, который знает, как направить ученика, чтобы он постепенно продвигался по пути домой, обратно к Богу. Не следует считать, что духовный учитель – это профессия, которая может обеспечить безбедное существование, и ради этого становиться так называемым гуру. Духовный учитель должен обладать достаточным опытом и знаниями, чтобы суметь вырвать ученика из когтей, грозящей ему смерти. Шрила Вишванат Чакраварти Такур описал качество истинного духовного учителя в стихах, один из которых гласит «Шри Рагаратхана Нитянану, Шингаратхана Мадхирамаджанаву, Тасивакта, Чани Юджато, Панде Гуру Шичарана Равинда». Шри Виграха – это арча, образ Господа, принимающий поклонение, и обязанность ученика каждый день поклоняться божеству, совершать шингару, украшать и одевать его, и проводить мангал. Мандира Марджану, уборку в храме. Духовный учитель настолько милостив, что сам обучает ученика всему этому, помогая ему постепенно осознать трансцендентное имя Господа, его качество, форму и так далее. Shri Chaitanya Madhobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Vedamayam Dadanti Svabhadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Ram. I have a cold, so I'll try to speak clearly. Я немного простыл, но я постараюсь говорить как можно четче. I had to stop the kirtan because I can't hit the notes. Я не смог продолжать киртан, потому что голос некоторые ноты не берет. Anyway, it gives us longer to speak.
Но так или иначе у нас больше времени останется на лекцию. We'll speak till about 8 o'clock and then we're driving to Holiness tonight. У нас до 8 часов есть время, потому что сегодня вечером нам надо уже попасть в Вильнюс. We have about an hour. У нас есть около часа. So in this very beautiful verse of Srimad Bhagavatam, there's two essential instructions. В этом замечательном стихе из Бхагаватам содержится два важных наставления. There's many instructions in Krishna consciousness. Существует множество наставлений в сознании Кришны. And they're revealed to the student as one advances in Krishna consciousness. И они раскрываются ученику по мере продвижения в сознании Кришны. Just like in the beginning, we're somewhat curious, but we don't have enough faith to follow too many instructions. В начале у нас есть любознательность, но у нас нет веры, благодаря которой мы следуем слишком большому количеству наставлений. Ado shraddha tata sadhu sangha bhajana kriya anartha nivritti syat. When we first meet the devotees, we have some attraction. Когда мы впервые встречаемся с преданными, у нас есть определенное привлечение. But we don't have enough faith to follow a lot of rules and regulations. Но у нас недостаточно веры, чтобы следовать большому количеству правил и предписаний. We can follow one very easily, and that's to take prasadam. Мы, конечно, можем следовать одному наставлению легко, принимать прасад. I don't think anyone has difficulty following that instruction. Наверное, ни у кого нет сложности в следовании этому наставлению. But sometimes, even in the beginning, a person's hesitant to chant. Но в начале человек может даже не хотеть воспевать. What to speak of follow any of the four regulative principles? Что уж говорить о следовании регулирующим принципам. Or get up at 3 o'clock in the morning. Или подъему в 3 утра. Take a cold shower. Принятию холодного душа. Do you boys take cold showers? Вы принимаете холодный душ? 4. 4 out of 30. из 30. So in the beginning, we agree to follow a few rules and regulations. And then, as we see them working in our lives, we have faith to follow more. Вначале мы можем следовать только нескольким правилам, предписаниям, но если мы видим эффект, мы следуем более серьезно. In the beginning, Prabhupada, understanding our Western mentality, he didn't ask very much of us. В начале Шрила Прабхупада, понимая наше умонастроение западных людей, особо не просил нас ничего делать. He had his little preaching center in New York City, and he used to go to Tompkins Square Park, and with his bongo he would just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, and invite all the hippies to sing and sometimes dance. В начале Шрила Прабхупада отправлялся в Нью-Йорке в Томпкинс-сквер парк, и он играл на банго и воспевал Харе Кришна, и хиппи танцевали под его пение. And then he would invite them back to 26 Second Avenue, Matchless Gifts. И затем он приглашал их в 26-й дом на 2-й авеню, в магазин «Бесценные дары». And he would speak a little. Prabhupada didn't speak more than 20 minutes. И он немного говорил, не более 20 минут. If you listen to his lectures, they're anywhere from 20 to 30 minutes, 40 minutes maximum. В основном лекции Прабхупады того времени 20-30, максимум 40 минут продолжались. And then he would take some apples and he would cut the apples up, and then he would distribute the apples to all the boys and girls, and that was the program. Затем он брал яблоки, резал на кусочки и раздавал присутствующим юношам и девушкам. В этом заключалась программа. The only real rule was to chant Hare Krishna and be happy. Единственное правило заключалось в том, чтобы петь Харе Кришна и быть счастливыми. And that was easy to follow because there's so much nectar in chanting Hare Krishna. И этому легко следовать, потому что воспевание Харе Кришна это очень, это нектар. It's the essence of our process. Это суть нашего процесса. So one day, one of Prabhupada's disciples, Umapati Das, he went to Prabhupada's room.
И однажды один из учеников Шрилы Прабхупады, Умапати Дас, пришел к нему в комнату. And he said, Prabhupada, it's so nice, we're chanting Hare Krishna, and you're giving lectures, and we're eating apples. И сказал, что Прабхупада, это замечательно слушать, как вы поете Харе Кришна, объясняете нам лекции и угощаете яблоками. He said, but are there any rules and regulations we should follow? А какие-то еще правила есть, которым мы должны следовать? This is after 6 months. Через 6 месяцев он спросил. Are there any rules that we should follow? Есть ли какие-то правила, которым мы должны следовать? Prabhupada said, I thought you would never ask. И Прабхупада сказал, я думал, что вы никогда не спросите. He said, there's lots of rules that we can follow. Правил очень много. So Prabhupada took a piece of paper, something like this, and in his own handwriting, he wrote down like 10 or 11 rules to follow. И Прабхупада взял листок бумаги и собственной рукой он написал 10 или 11 правил для следования. That all members must follow these 4 rules, chant 16 rounds, attend the morning programs. You've seen that piece of paper, they sometimes post it on the wall in the Brahmachari ashram. Иногда можно видеть эту записку от Ксевина, в которой говорится, что все должны следовать 4 регулирующим принципам, повторять 16 кругов, посещать Мангаларати и так далее. Можно иногда в ашрамах ее видеть. So, as the devotees advanced, they were willing to follow more rules and regulations. И по мере продвижения преданные с радостью следовали правилам предписаний. To achieve anything great in this world, you have to practice some discipline. Для того, чтобы достичь чего-то стоящего в этом мире, необходимо практиковать дисциплину. If you want to get a degree at the university, hey, you have to be very disciplined. Если вы хотите получить университетский диплом, вам надо следовать дисциплине. If you want to be successful in business, you have to live a very disciplined life. Если вы хотите достичь успеха в бизнесе, вам надо жить очень строго и дисциплинированно. If you want to be a super athlete, если вы хотите достичь успеха в be атлетике, very disciplined. надо следовать дисциплине. And if you want to liberate yourself from the repetition of birth and death and go back to the spiritual world, you have to be very disciplined. И если вы хотите освободиться от повторяющихся рождений и смертей и достичь духовного мира, надо следовать очень строгой дисциплине. Where does the word disciple come from? Слово ученик, которое можно также перевести как послушник. Disciple means one who follows the discipline as it's given by the spiritual teacher, the spiritual master. Обозначает, что он следует наставлениям, которые дает духовный наставник. Это дисциплина. So as we advance by following a few rules, we get some faith, then we accept more rules, and then we get more faith, and like this. И чем больше увеличивается наша вера, тем больше правил, которым мы способны следовать. One time Prabhupada said to a devotee, a disciple, if I told you all the rules and regulations you should follow, you'd faint. Однажды Шрила Прабхупада сказал своим ученикам, что если бы я вам рассказал обо всех правилах, вы бы в обморок упали. But we won't worry about that now. Сейчас мы об этом не будем переживать. We'll just chant 16 rounds. Мы будем просто повторять 16 кругов. We'll follow 1, 2, 3, 4 regulative principles. Будем следовать 4 регулирующим принципам. We'll have a little harikatha in the evening, some discussion, Krishna conscious discussion. Будем проводить небольшую харикатху, обсуждение, связанное с Кришной по вечерам. And at the Sunday feast, we will eat up to the neck. И во время воскресных пиров мы будем наедаться по самое горло. That's enough for people in Kali Yuga. Для кали-южных людей это достаточно. But Lord Chaitanya's special mercy and Prabhupada's compassion is if you do that, you can achieve perfection. Но особая милость Шрилы Прабхупады и сострадание Господа Чайтаньи заключается в том, что если мы следуем этому, мы можем достичь высшего совершенства. But even that we struggle to do. Но нам даже этому сложно следовать. So we're a little unfortunate in this age. В этот век мы не такие удачливые. But don't worry, practice makes perfect. Но не беспокойтесь, практика приводит к совершенству. So here's 2 instructions. Здесь приводятся 2 важных наставления, Shukadeva Goswami's 2 instructions out of many. которые дает Шукадева Госвами, 2 из многих. Not too difficult instructions.
не очень сложное наставление. Actually, the spiritual master will never ask us to do something that we can't do. Истинный духовный учитель никогда не просит ученика делать то, на что тот не способен. We shouldn't be afraid to surrender to a spiritual master. It's going to be so hard. No. He'll never ask you to do anything that you can't do. Поэтому мы не боимся предаваться ему, потому что он никогда не попросит нас делать то, на что мы не способны. He'll encourage you to do more and more, but he'll never ask you to do something impossible. Он будет вдохновлять вас делать все больше и больше, но он никогда не попросит вас And we're сделать то, so что для вас невозможно. lazy in Kali Yuga that we need a little push. И мы настолько ленивые в Кали-югу, что нас надо подталкивать. If there's not somebody there pushing us to advance, well, we'll probably just stay where we are for a long time. Если нас никто не будет подталкивать, чтобы мы продвигались, мы, наверное, застрянем на одном месте надолго. So just like we need a teacher in any field of life, we need a teacher in spiritual life. Точно так же, как нам нужен учитель в любой области жизни, нам нужен учитель и в духовной жизни. So here are two instructions by Shukadeva Goswami. И здесь Шукадева Госвами дает два наставления. He said the eyes should be used to look at beautiful things. Он говорит, что глаза предназначены для созерцания прекрасных объектов. But not the so-called beauty of this world. He said the eyes should be used to look at the beauty of the deity. Но глаза не предназначены для созерцания красот этого мира, они предназначены для созерцания красоты божеств. How is the deity beautiful? Почему же божества прекрасны? Because the deity is Krishna. Потому что божество это Кришна. And Krishna is the source of all beauty. И Кришна это источник всего He's not a прекрасного. statue. Он не статуя. Nama Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. He's not Rasa Vigraha, is the embodiment of all devotional mellows. Он является раса виграха, воплощением всех отношений в преданном служении. One time a guest said, how can God come into the form of the deity? Однажды гость спросил, как можно понять, что Господь находится в форме божества. And Prabhupada said, who can stop him? А Прабхупада сказал, кто ему может запретить? That was a very simple answer. Это был очень простой Who ответ. can stop him? If he wants Кто to может come, ему запретить, если он хочет? can't stop God from doing something. Неужели Богу можно запретить что-то So делать? he's present in all his opulences. Poэтому он присутствует во всем своем великолепии. And especially if the pujari dresses the deity very nicely, you get a very samskara. Samskara means a deep impression. You get a deep impression of the beauty of God. And then when you go out in the world and you see so-called beauty, you're not attracted. И особенно если пуджари очень красиво одевают божества, то у созерцающих их остается очень глубокое самскара, впечатление. И вспоминая красоту божеств, они уже не привлекаются так называемой красотой материального мира. If the deity were merely a stone or marble wooden statue, then how does the pujari and the devotees who are worshipping that deity become purified and possessed of all beautiful spiritual qualities? Если бы божество было просто камнем или статуей, сделанной из металла или дерева, почему тогда пуджари и те, кто связаны с божествами, развиваются духовно? There's so many statues in this town. Существует много статуй в этом здании, в этом городе. Famous political war heroes. Знаменитые политические и военные герои. If you go and you take very nice care of those statues because the birds are passing through and the weather's turning the brass green. So if you're out there and you're polishing and chasing the birds away and keeping the statue warm, are you going to, is your heart going to become purified of lust, anger and greed? И если вы будете заботиться о какой-нибудь статуе в городе, например, отгонять птичек, чтобы они не испражнялись на голову этой статуи, полировать латунь, чтобы статуя блестела, подогревать ее, чтобы ей не было холодно, сможете ли вы избавиться от вожделения, гнева и жадности в сердце? By doing that seva, that service, are you going to develop Brahminical qualities like cleanliness, truthfulness, mercy, austerity? Сможете ли вы благодаря этой деятельности развить брахманические качества, такие как чистота, правдивость, милосердие, аскетизм? No.
Нет. It's a statue. There's no Потому что эта reciprocation. статуя, она не будет никак отвечать. But the pujari Но and the пуджари, devotees who are worshipping the deity in the temple, coming and dancing, singing, gradually, Cheto, Darpanam, Marjanam. The heart becomes pure. This is proof that the deity is not just dead matter. Но пуджари и преданные, которые поклоняются божествам, постепенно, приходя, созерцая божества, танцуя перед ними, воспевая святые имена, очищаются и качества меняются. Это доказательство того, что божество не просто мертвая материя. Of course, some people call it idol worship. Некоторые, конечно, могут называть поклонение божествам поклонением идолам. We're also against idol worship. Мы также противники идолопоклонства. The real definition of idol worship is to worship something as God that isn't God. Определение идолопоклонничества обозначает поклоняться объекту, который Богом не является, как Богу. Like in the Bible, the Israeli people, they fashioned a golden calf and they worshipped it as God. Например, в Библии описано, как народ Израиля поклонялся золотому тельцу, как Богу. So yeah, that's idol worship. Это пример идолопоклонства. But if you take a piece of wood or a piece of stone or marble and you carve it according to the description of God as it's given in ancient Vedic scriptures, and you pray to the Lord to descend into that form and you worship, that's not idol worship. Но если вы возьмете камень, дерево или металл и придадите ему ту форму, которая соответствует описаниям Верховного Господа в Священных Писаниях, будете поклоняться этой форме, это уже не будет поклонением идолу. In the Bible, or in the Old Testament, it's described how God spoke to Moses through a burning bush. В Библии описывается, как Господь общался с Моисеем в форме горящего куста. That's pretty far out. Это достаточно невероятно. This is flaming bush. Горящий куст. And Moses is walking by, and God starts speaking through the burning bush. Моисей проходил мимо, и Господь обратился к нему через горящий куст. He's also appearing through matter. Он также проявляется через материю. So if we're idol worshippers, then they're bush worshippers. И поэтому, если христиане говорят, что мы идолопоклонники, то они кустопоклонники. And he appears as sound. Он проявляется как звук. In every spiritual tradition, they accept that the Lord is present in sound, Shabda Brahma. Во всех духовных традициях принимается, что Господь проявляется в форме звука, Шабда Брахман. Sound is a material element. Но звук — это материальные элементы. But when it represents something spiritual, it becomes mantra. Tra means to deliver. Ma means mind. So to deliver the mind from conditioning, we chant mantra, spiritual sound. Но духовный звук, проявленный в форме мантры, очищает наше сознание. Мантра обозначает методика освобождения сознания от всего неблагоприятного. So these are arguments you can use to convince your own mind. Это доводы, которые вы можете использовать для убеждения собственного ума. Why? I'm a devotee. I don't have to convince my. Мы можем сказать, что мы преданные, зачем нам себя убеждать? The mind can be your best friend. It can be your worst enemy. Но говорится, что ум может быть нашим лучшим другом или заклятым врагом. She loves me. She loves me not. She loves me. She doesn't love me. She loves me. The mind. Любит, не любит, любит, не любит. Ум размышляет. So even on the transcendental path, the yogi, the mystic, because of past conditioning or because of association with the material energy, he may get a doubt. И даже на духовном пути йога или мистик из-за обусловленности может начать сомневаться. One time Prabhupada was sitting with the GBC, this was like 1972, and he looked around the table and he said, do all of you actually believe
the Krishnas, the Supreme Personality of Godhead. Однажды Шрила Прабхупада обратился к членам GBC, которые собрались все вместе, и спросил, у всех ли у вас есть твердая вера, что Кришна — это Верховная Личность Бога? So sometimes some doubts may come, but Krishna is called Madhusudan. He's the killer of the Madhu demon, so if we hear his Gita, he will destroy the doubts in our mind. У всех у нас могут появляться сомнения, но Кришну называют Мадхусудана, убийца демона Мадху. И если мы будем слушать Бхагавад-гиту, Кришна также уничтожит демонов сомнения в нашем уме. One time a female disciple said to Prabhupada, Prabhupada, I mean, is it really true that the absolute truth is a cowherd boy? Однажды одна ученица спросила у Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада, правда ли, что абсолютная истина проявлена в форме мальчика-пастушка? I thought God used to throw thunderbolts down to the earth. Я думала, что Бог молнии с неба мечет на людей. He's got a gavel, a little hammer, and he's sitting at his desk judging heaven, hell. But you say he's got a flute. И я думала, что он сидит как верховный судья с молотком в руках и распоряжается. Этого в рай, этого в ад, этого в рай, этого в ад. А вы говорите, что у него флейта в руках. He doesn't have a thunderbolt or a hammer. He has a flute. Я думала, что у него молния в одной руке и молоток в другой, а вы говорите, что он в руках флейту держит и играет на ней. And he has a buffalo horn. И у него буйволиный рожок на поясе висит. And he has a little stick for herding the cows. И небольшой посох для выпаса коров. And he has Vaijayanti garland, a garland of 5 flowers going down to his ankles. Он украшен гирляндой Ваджаянти из 5 видов цветов, которая очень длинная до самых щиколоток. And there's bumblebees buzzing around the Lord's garlands. И вокруг гирлянды Господа жужжат шмели. And he has lotus eyes that Его глаза подобны лотосам, такие большие, что почти до самых ушей достают. And he gives sidelong glances to his gopis. И он украдкой смотрит на своих гопи. And he wears yellow dhoti. Он одет в желтое дхоти. And he has pink lotus feet. У него розовые лотосные стопы. And he lives in the simple environment of a village with cows. И он живет в простом окружении, в деревне с коровами. Is it really true, Prabhupada? На самом ли деле это правда, Прабхупада? Wow, this is so amazing. Это слишком невероятно. So Prabhupada said, И Прабхупада ответил, he became a little bit hurt. He said, do you think that I would cheat you? немножко обидевшись, ты что, думаешь, что я вас обманул? Do you think that I would cheat you? Думаешь, я вас бы стал обманывать? So this is a description which we cannot see with our mundane eyes or our limited mind or intelligence. Это описание, которое мы не можем узреть при помощи материальных глаз или представить материальным умом или разумом. So sometimes a doubt may come and we destroy the doubt with knowledge. Поэтому сомнения могут появляться, и мы уничтожаем их при помощи знаний. That's why Bhaktisiddhanta Saraswati said, when you go to sleep at night, you should beat your mind 1,000 times with a shoe, and when you wake up in the morning, you should beat it 1,000 times with a broomstick. Поэтому Бхактисиданта Сарасвати сказал, что когда вы ложитесь спать, вы должны побить свой ум тапком, а утром поколотить его веником. And we have to read regularly to understand the philosophy. И нам надо читать периодически для того, чтобы осознать философию. So these are some philosophical arguments that you can convince your mind and you can convince others about the transcendental nature of the Archa Vigraha. Это некоторые из философских аргументов, благодаря которым можно убедить свой ум в истинности трансцендентной природы Арчи Виграхи божеств. I became convinced about deity worship in a very interesting way. Я развил убежденность в отношении поклонения божествам очень интересным We were способом. installing Radha Krishna deities in Paris. Мы
присутствовали на установлении божеств Рады Кришны в Париже, and Prabhupada was present. который проводил Прабхупада. And he was sitting on his Vyasa-san, and Radharani was in a little, like a bath thing, tub, and they were pouring milk and yogurt and honey over her transcendental form, about as far away as that window there at the store. И в это время пуджари омывали божество Радхарани, Шрила Прабхупада сидел на Вьясасане, так же далеко, как я, например, сижу от магазинчика. И на божество Радхарани пуджари лили различные вещества, такие как йогурт, молоко, мед, и она стояла в небольшом тазике, в небольшом Deity. Это божество очень прекрасное. This is the dancing form. Она танцует. Sometimes you see Radharani, she's like this, and she's holding a lotus, and her hand is down. Иногда божество Радхарани держит цветок лотоса и ладонь держит таким образом. And sometimes she's like this. Иногда она держит руки вот так. And the Gaudiya Vaishnavas prefer to install that form of Radharani because Prabhupada said when she's dancing, she's so charming, Krishna will never leave. И Гаудия Вайшнавы очень любят именно эту форму Радхарани, потому что Шрила Прабхупада сказал, что когда Радхарани танцует, она настолько прекрасна, что Кришна не может ее покинуть. So our Radharani was like this. И наша Радхарани вот так танцевала. And I was, only a devotee for a few years. И я был преданным всего лишь несколько лет. And I'm watching the installation, and then all of a sudden Prabhupada gets off the Vyasa-san. Наблюдал за установлением, и вдруг я увидел, что Прабхупада сошел с Вьясасаны. And he walks all the way to that distance. И подошел к этому месту. And he pays obeisances in front of Radharani. Предложил поклоны Радхарани. With so much respect, with so much devotion, I was like overwhelmed. С таким уважением и преданностью, что я был поражен. And then there was this little red spot here on Radharani's cheek. И у Радхарани на щеке было небольшое розовое It пятно. looked like a flower petal, or maybe some of the liquid the fruit juice had mixed with the yogurt or something, and it wasn't going away. Было ощущение, что это на расстоянии можно было подумать, что это лепесток розы прилип к ее щеке, или же это место, которое было окрашено какой-то краской. So Prabhupada wanted to remove it, so, very deftly with his finger, he reached out very carefully like this, and and then very carefully he was rubbing her face like this. And then he took a little water in it. Very carefully. I was like, my God, he's treating her like she's a person. И Шрила Прабхупада решил устранить это пятно с ее лица, и он очень осторожно начал тереть ее щеку, и я подумал, он на самом деле с ней как с живой обращается. I remember praying, my dear Lord Krishna, my dear Radharani, please give me the same faith as my spiritual master in your transcendental form as the deity. Я даже начал молиться, мой дорогой Кришна, моя дорогая Радхарани, пожалуйста, позвольте мне развить веру в то, что вы личности точно такую же, как Шрила Прабхупада. Prabhupada was just showing so much love. Прабхупада демонстрировал такую любовь. I don't know Krishna, but I do know my spiritual master. Я не знаю Кришну, но я знаю своего духовного учителя. So because he had so much faith and love for the deity, I was thinking, I should also. И поскольку у него была такая вера и любовь к божествам, я подумал, что я тоже хочу развить подобную. And that's how I became attracted to deity worship. And practically since that time, I've been worshiping deities. И так меня привлекло поклонение божествам, и я с тех пор поклоняюсь божествам. An integral part of my daily life is my puja. Неотъемлемая часть моей жизни каждый день это пуджа. It's my time with Krishna every day. Это мое время с Кришной каждый день. And that's important because one day we want to be with Krishna all the time.
И это важно, потому что в один прекрасный день мы хотим постоянно быть с Кришной. So we're practicing to be with him a little time and getting used to it, and then enjoying it, and then relishing it. И мы практикуем каждый день, уделяя какое-то время общению с Кришной. A neophyte devotee can't stand in front of the deities for very long. Преданный неофит не может находиться перед божествами долгое время. Doesn't have that much realization. У него нет особого понимания. You come and maybe look at the clothes. Он может подойти, посмотреть на одежды божеств, сказать, nice хорошие одежды, цветы красивые, все аккуратно. Джай Гор, Джани, да, и побежал дальше. But one who has very deep realization, as a result of purification of the heart, can stand in front of the deities for hours. Но тот, у кого глубокое понимание и чистое сердце, может стоять перед божествами много часов. He has the realization of the Brahmin boy who returned from Orissa to ask the deity to stand as a witness. У такого преданного понимания похоже на понимание Брахмана, который попросил божество Сакши Гопала прийти как свидетеля из Орисы. He saw the deity and said, "My Lord, you're not a statue. You're directly the son of Maharaj Nanda." Он сказал божеству: «О Господь, ты не просто статуя, ты непосредственно сын Махараджа Нанды». And he said to the deity, "Please, you heard the old Brahmin promise that he would give his daughter to me, and now he's refusing, so I need you to come back to Orissa and stand as witness so I can marry the girl." И я попал в очень трудную ситуацию. Этот Брахман не хочет отдавать мне свою дочь в жены, и я хочу, чтобы ты пришел в Орису и подтвердил то, что он пообещал мне свою дочь в жену в твоем присутствии. So the deity said, и божество сказало: "I am a stone deity. Я же каменное божество. How can I walk?" Как же я могу ходить? So the boy said, "Lord, if you can talk, you can walk." И этот юноша сказал: "Да, Господь, но если ты же можешь говорить, значит и ходить тоже можешь." So the Lord was convinced. И он убедил Господа. Actually, he wasn't convinced by logic, but he was controlled by the love of his devotee. Конечно, его убедила не логика, его убедила любовь преданного. God is the supreme controller. Господь является верховным повелителем. By definition, no по определению. He's the supreme. But the nature of love, divine love, is that it can even control Krishna. Но природа божественной любви такова, что она может контролировать даже Кришну. That's why Radharani is queen of Vrindavan, not Krishna. Именно поэтому Радхарани считается царицей Вриндавана. Tapta Kanchana Gaurange, Radhe Vrindavanishware, Vrishabhanu Shuddhadevi, Panamami Hari Priya. We worship Radha because Radharani has Krishna tied around her little finger. She has Mahabhav. Радхарани, потому что она обводит Кришну вокруг пальца, обладает Махабхавой. So, the Brahman said, if you can talk, hey, you can walk, come on. Поэтому юноша Брахман сказал, что если ты можешь говорить, то ты сможешь и ходить. So the deity said, okay, I'll walk behind you all the way to Orissa. That's from Braj to Orissa. It's a long way. It's a 2-day train ride. Божество сказало: хорошо, я пойду за тобой из Вриндавана в Орису пешком. Туда почти 2 дня на поезде надо ехать. It's a 2.5-hour flight. 2,5 часа на самолете лететь. How long it take to walk? It takes months to walk. А чтобы пешком дойти, нужны месяцы. So the deity said, I'll follow you all the way to Orissa, but as soon as you turn around and look at me, I'll stop. И божество сказало: я пойду за тобой пешком в Орису, но если ты оглянешься, чтобы посмотреть на меня, я остановлюсь. So the boy said, хорошо. Мальчик сказал: хорошо, на русском. And he could hear behind the tinkling of the Lord's ankle bells. И он мог слышать, как колокольчики на щиколотках, на лодыжках божества.
И он знал, что божество следует за ним. Got all the way to Orissa, and just outside the village where he lived, and there was this dispute going on. He wanted the deity to like stand as witness. He stopped and he turned around. Govindam Adi Purusham Tamam Bhajami. There's no record that anyone put that deity on, bullock cart and took him or put him on a boat down the Ganges River. There's no record. The deity walked. И когда они практически подошли уже к деревне, где жил этот юноша Браман, он не услышал звона колокольчиков, и он подумал, что божества нет, и он не удержался, повернулся, чтобы убедиться, что Кришна идет за ним, и он увидел, что божество стоит, и нету никаких исторических подтверждений того, что это божество было перевезено на корабле или же на повозке. Это божество на самом деле пешком за ним шло всю дорогу. So one who has this realization can stand in the front of the deity for hours. И человек, который имеет подобное понимание, может провести перед божеством много часов. And the impression he gets is very deep. И впечатление, которое он будет получать, будет очень глубоко. And then he goes outside on the streets of Riga. Затем такой человек может выйти на улицы Риги. And he beholds the beautiful girls. Увидеть прекрасных девушек. And the handsome boys. Или она может увидеть Everyone is прекрасных wearing their юношей, spring clothes. Одетых в весенние одежды. They ought to look beautiful. And the devotee goes out. И они будут выглядеть очень привлекательно. How does this compare to the beauty of Gorny Thai that I saw this morning? Преданный подумает, что это невозможно сравнить с красотой гор Нитай, которую я видел утром. So therefore, Shukadeva Goswami concludes that the eyes, which are not used to see the beautiful form of the Lord, are no better than the eyes on the feathers of a peacock. Поэтому Шукадева Госвами заключает, что глаза, которые не используются для созерцания прекрасных форм божеств, ничем не лучше, чем глазки на хвосте павлина. What use are the eyes on a peacock feather? Какой смысл от глазков на хвосте павлина? I mean, they're pretty, but they're useless. They're not eyes; they're just useless. Конечно, красивые, но тем не менее You don't pick up a бесполезные. peacock feather and look me in the eye. Можно взять перо с хвоста павлина и посмотреть на этот глазок. So the eyes which are not used to look at the beautiful form of the Lord, which is real beauty, look at the perverted reflection, that these eyes are no better than the eyes on a peacock feather. Поэтому глаза, которые созерцают вместо прекрасных форм Господа искаженную красоту материального мира, ничем не лучше, чем глазки на павлиньем хвосте. So we should come to the temple. Поэтому надо приходить в храм. Even if we have our own deities, we should still come to the temple. Даже если у нас у самих божества есть, все равно надо приходить в храм. Everyone now in ISKCON, they have their own deities. В ISKCON сейчас у всех есть свои божества. But the principal deities are in the temple, so Но главное божество все равно в храме. we must come and see the beautiful form of the Lord, and gradually our attraction, we have to admit, we are attracted, our attraction will diminish. И созерцать прекрасные формы божеств, и постепенно наша привязанность, которая у нас есть к материальному миру, это факт, будет уменьшаться. And it has to diminish if we have to fall out of love with the material world and into love with Krishna. И она должна уменьшаться, потому что наша задача разлюбить материальный мир и полюбить Кришну. We're all looking for love. Все мы ищем любви. Everyone wants to love and everyone wants to be loved. Каждый хочет любить и быть любимым. It's the highest form of happiness. Это высшая форма счастья. If you have everything but you don't have love, hey, you're not going to. Если у вас есть все, но нет любви, это не принесет вам радости. But if you have nothing, Но если у вас нет ничего, but you've got someone to love, но есть любовь, you're happy. вы счастливы. Love is far superior to any material objects or material idea or concept or whatever. Любовь намного выше, чем материальные
объекты, материальные идеи и концепции. We're happiest when we're in love. Мы чувствуем себя самыми счастливыми, когда Even у нас the есть... perverted reflection in this world, we're happy when we're in love, but it's all temporary. Даже если это всего лишь искаженное отражение в этом мире, но беда материальной любви в том, что она временна. It's all temporary. Все это время. Usually it's superficial, it's just based on the body. I love you because you can satisfy my senses better than somebody else. I love you. Обычно эта любовь основана на телесных представлениях. Я люблю тебя, потому что ты можешь удовлетворять мои чувства лучше, чем остальные. That's why most marriages in Kali Yuga, they end in divorce, unfortunately. Поэтому большинство семей в Кали-югу разводятся, к сожалению. That's why they have a saying in South Africa. There's the engagement ring. В Южной Африке говорят, Yeah, some of them speak English. There's the engagement ring. в Южной Африке говорят, что есть обручальное кольцо, There's the wedding ring. есть свадебное кольцо, There's the boxing ring. есть также боксерский ринг. And there's the suffering. Затем следует боксерский ринг и страдания. Anyway, it all rhymes in English. Те, кто понимает английский, знают, But not in Krishna связано с consciousness. кольцами. Boy and girls don't come together. They come together to serve Guru and Gauranga. Но в сознании Кришны все по-другому, потому что юноши и девушки вместе объединяются в служении Гуру и Гауранги. The boy takes charge of the girl to help her advance in Krishna consciousness, and the girl serves her husband, who's like Pati Guru, spiritual master. So it's spiritual, and the bond, unbreakable. Юноша заботится о девушке для того, чтобы помогать ей продвигаться в сознании Кришны. Она помогает ему служить духовному учителю, и такая связь нерушима. I shouldn't be saying these things because I have a brahmachari translating, but he's just doing his duty. He doesn't believe it, but he doesn't believe what I'm saying. Я, конечно, не должен такие вещи говорить, потому что брахмачари меня переводит, но я просто говорю то, что я должен говорить, а он все равно в эти вещи не верит. But by associating with each other in various relationships, we learn what is love. Но общаясь друг с другом в различных отношениях, мы понимаем, что такое любовь. The love between devotees, the love between spiritual master and disciple, the love between the living entity and God. Любовь между живыми существами в сознании Кришны, любовь учеников Гуру и наша любовь к Кришне, к Богу. The love in this world, it's temporary. Even if it works, there's death. Любовь в этом мире временна, даже если она есть, она заканчивается со смертью. But if you repose your love in Krishna, Но если мы направляем свою любовь к Кришне, who's capable of fully reciprocating all your loving desires, который может должным образом ответить на все наши желания любви. you can love 2, 3, 5, 10 people. Krishna can love every created living entity fully to their full satisfaction. This is God. Мы можем полюбить ограниченное количество людей, 2, 3, 5, 10 человек, но Кришна любит все творение, Он любит всех и каждого, таков Бог. If you repose your love in Krishna, you'll never be disappointed. Поэтому, если мы направим свою любовь на Кришну, мы не будем разочарованы никогда. He's the best lover, Он самый лучший возлюбленный, and that love is eternal. и эта любовь вечна. So we're doing the right thing. Поэтому мы делаем правильно. Awakening our love for Правильно. Krishna. Пробуждаем свою It's любовь. a good investment. Это очень хороший вклад. We're doing the right thing at the right place at the right time. Мы делаем то, что должны делать, там, где должны, тогда, когда должны. And the more you practice Krishna consciousness, the more that love for Krishna will come, and you'll become more and more happy. И чем больше мы практикуем сознание Кришны, тем больше любовь к Кришне развивается, и тем счастливее мы становимся. That love is there in the heart, Эта любовь находится в but сердце, it's covered by many layers of false ego, но она покрыта многими слоями ложного эго, like an onion. подобно луковице. Well, you don't know. We don't know onions. Вы, конечно, с луковицей не знакомы в сознании But Кришны, onions, но луковицы, maybe before you had onions. наверное, до этого вы When you peel an onion, познакомились с луковицами. What Если вы happens? будете лук чистить, что с вами будет you происходить? cry. No.
слезы будут литься. When you peel the onion, you peel a little skin away, and then there's another little one, and there's another little one. И снимая тонкую шкурку с луковицы, вы обнаруживаете, что там другой слой, еще один слой, вы чистите и чистите. I've been peeling this onion for 90 minutes, an hour and a half. Можно эти луковицы очищать 1,5 часа. So the heart is covered by all these layers of material desires. Точно так же сердце покрыто многими слоями материальных желаний. One, another one, another one. Одно, другое, третье. I've been removing these material desires for 45 years. Я устраняю все эти материальные желания уже 45 лет. What will you find at the end? И что мы обнаружим в конце? Krishna Prema. Кришна Прему. You'll find the Krishna. It's already there. Она уже там есть. But there's a quick process. Но есть ускоренный процесс. You don't have to peel. Не надо слоями It'll счищать. just burst forth Она может вырваться наружу of its own accord сама по себе, if you chant. если вы будете воспевать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. Oh Krishna, I'm feeling all vacant in this world in your absence. О Говинда, чувствуя разлуку с тобой, каждое мгновение тянется для меня, как 12 лет и более, и весь мир кажется мне пустым в твое отсутствие. That's the goal. Такова цель. We're far from the goal, Мы далеко от этой цели, but но Lord Chaitanya is very merciful. Господь Чайтанья очень милостив. He's even more merciful than Krishna. Он даже еще милостивее, чем Кришна. If you want to love Krishna, he said, okay, you can love me, but there's a few conditions. Если мы хотим полюбить Кришну, он не против, но у него есть условия. If you want to love me, okay. Если вы хотите любить меня, There's хорошо. a few conditions. У меня есть несколько условий. Sarva dharman parichaja mamekam saranam braja aham tam sarva papebhyo moksasamasajaha. First, abandon all varieties of dharma, religion. Вначале отвергните все разнообразие дхарм или религий. Then just surrender unto me. Затем предайтесь мне. Then Затем I will protect you я защищу вас from all sinful reactions. от всех последствий грехов. Ramchandra also made some conditions. Даже Господь Рамачандра ставил условия. He said Он сказал in the Ramayana, в Рамаяне: anyone who comes before me and says, Ram, for so long I've forgotten you, любой, кто подойдет ко мне и скажет: о, Рама, на протяжении долгого времени я забыл о тебе, but now I am yours. но теперь я твой. Ram says, I become that person's ward and protect him from all evil. Рама говорит: я буду защищать такую личность от всех бед. But you have to come forward and say, for so long I forgot you. Но вам надо подойти к нему и сказать, что я так долго не помнил о тебе. Now I'm yours. Но теперь я твой. All right, Хорошо. come on. He said in the Ramayana, Ram said, even if Ravana, that rascal, 10-headed asura, tyrant, demon, Ra! Рама сказал, что даже если сам Равана, десятиголовый асур, тиран и демон, подойдет ко мне, Ram would shoot an arrow and chop off the head, one of the heads of Ravana. Then it'd grow back. Рама, сражаясь с Раваной, своей стрелой отрубил одну из его голов, но голова выросла обратно. Just like we think we've conquered a material desire, and then it comes back. Мы думаем иногда, что все, мы справились с материальным желанием, и вдруг оно опять проявляется. If at first you don't succeed, we say in English, try again. На английском есть пословица, что если не получается с первого раза, надо попытаться до бесконечности. Spiritual master is tolerant. Духовный учитель очень терпим к нам, и он ждет. So he said, even if Ravana were to come to me and say, Ram, for
For so long, I forgot you. All 10 heads talking at the same time. И Господь Рамачандра говорит, что даже если Равана подойдет ко мне и скажет: «О, Рама, я так долго отвергал тебя всеми 10 головами». From this day on, Ram, I am yours. Но с этого дня, о Рама, я твой. Ram said, even if Ravana said that, I would accept him as I would become his ward and protect him. А Рама говорит, что даже если Равана предастся мне, я дам ему защиту и покровительство. So, but there's a condition. Но есть условия. You have to give up adharma with Krishna, with Ram. You have to say it. I surrender. With Lord Chaitanya, hey, there's no questions asked. Надо пообещать отказаться от адхармы, предаться Господу, и только тогда Он даст защиту и покровительство. Lord Chaitanya is like the sun. The sun's rays are just shining down on the earth. Anyone can come out of the sunshine and get a tan. Но Господь Чайтанья подобен солнцу. Солнце светит на всех без всяких ограничений. Каждый может загореть, кто находится под лучами солнца. But watch out for skin cancer. Конечно, надо беречься рака кожи. The sun doesn't make distinction. Oh, here's a good citizen, here's a criminal. I'm not going to shine on the criminal. No. Но солнце не делает различия между хорошим человеком и преступником. Оно не говорит, что преступнику светить не буду. Does the sun only shine on the good guy? Разве солнце светит только для хороших людей? It shines on the bad guys too. Светит и на плохих тоже. So Lord Chaitanya is like the sun. Господь Чайтанья подобен солнцу. He gives his kripa, he gives his mercy to everyone. Он проявляет свою милость для всех. In fact, to show the potency of the holy names of Krishna, he prefers to give his mercy to bad guys. И для того, чтобы продемонстрировать могущество святого имени, он проявляет свою милость к плохим личностям. He's called Patit Pavana Gora Hari. Его называют Патита Павана Гора Хари. Patit Pavana means Patita means merciful and Pavana means fallen. So he's Patita Pavan, he's merciful to the fallen. Патита Павана обозначает милостивый к самым падшим. So therefore Narottam says, hey, Lord, look, Narottam, I'm the most fallen. I deserve your mercy first. Поэтому Нароттам Дас Такур поет в своей песне: «Я самый падший, поэтому я заслужил твою милость в первую очередь, о мой Господь». In previous ages, it was only the brahmanas who were able to understand this absolute truth. В предыдущие века только браманы могли понять эту абсолютную истину. Now, the most fallen get the most mercy. А теперь самые падшие получают максимальную милость. Of course, it doesn't mean you should go out and be naughty. Конечно, это не обозначает, что надо отправляться безобразничать. Having once understood the truth, if you disobey the truth, that's very bad. Если вы поняли истину и пренебрегаете ею, это очень плохо. But Lord Chaitanya likes to deliver the fallen because that glorifies the power of the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но Господь Чайтанья предпочитает освобождать падших, потому что это демонстрирует могущество святых имен. Just like if somebody finds a new medicine to cure a little infection on the arm, who's going to take notice? Если кто-то обнаружит новое лекарство, чтобы залечивать царапины на руке, Another ointment, you know, that it brings down the infection. Хорошо, еще одна мазь, которая устраняет инфекцию. But if somebody finds a immediate cure, a little sugar pill for swine flu, hey, woo, that guy's going to be famous, and so is the medicine, because it cured the most difficult problem, swine flu. Watch out. Но если кто-то обнаружит лекарство от свиного гриппа, то swine flu. What do you call it? В этом случае такой человек станет известным на весь мир. Yes, if he finds the cure, then it's big news.
So if a few brahmanas get delivered, like, so big deal. Everyone expects the brahmanas to become enlightened. Поэтому, если несколько браманов получат освобождение, то это естественно. От браманов ожидается, что они будут просветленными личностями. But if Jagai and Madai get delivered, becomes the talk of the town. Но если Джагай и Мадхай получат освобождение, то об этом узнает весь город. And if Americans and Latvians and I don't know what you are, Russians, if they get delivered up in the heavenly planets, that's big news. Hey, Latvians are becoming Vaishnavas and Vaishnavis. No, I went to Riga. Но если американцы, латыши, русские получают освобождение, то это очень поразительно. Даже на райских планетах все будут об этом говорить. Правда, что ли? Даже латыши получают освобождение. Невероятно. Да, видел собственными глазами. Латыши принимают сознание Кришны. И американцы тоже. Русские. Японцы. Эскимосы, чукчи. The animals of the Jharikanda forest. Звери в лесу Джариканда. The dog of Shivananda Sen. Собака Шивананда Сена. Nimai's puppy. Щенок Нимая. Nimai had a puppy. У Нимая был щенок. A little boy found a puppy. У маленького мальчика. Маленькие мальчики. Wanted to bring it in the house. Он хотел его принести домой. Sanjimata said, "Bring that dog in his house." Сачимата сказал, ну зачем собак в дом? Tie him up here and you can play with him later. Come take a bath. Привяжи его во дворе, будешь позже с ним играть. Сейчас пойди, прими омовение. Нимай начал плакать. Мой щеночек. So the puppy got free from the rope and started going into town. И этот щенок отвязался от веревки и побежал в город. And because he was Mahaprabhu's puppy, he was very famous. A huge kirtan party was accompanying him. И поскольку это был щенок Махапрабху, он был известен, его сопровождала большая группа киртана. Yeah, there was this massive kirtan of all Mahaprabhu's associates because they saw that he is the recipient of Gaura's love. Большая группа киртана окружала этого щенка, потому что все видели, что он был преемником любви Господа Гауры. If Gaura can love a puppy, he can love me. Если Гаура может полюбить щенка, может полюбить и меня. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Нама Ядавая Мадавая Shri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. And they got to the marketplace. One flower airplane came from Vaikuntha with the Vaikuntha Vasis, and they picked that puppy dog up and put him in the plane. And as soon as they picked him up and put him in the plane, he assumed his four-armed Vaikuntha form and ascended back home, back to Godhead. Oh my gosh. Krishna. Когда этот щенок добежал до рынка, вдруг с неба спустился цветочный самолет, из него вышли пилоты, забрали щенка в самолет, и как только он вступил туда, он принял четырехрукую форму обитателя Вайкунтхи и улетел в духовный мир. Щенок стал чистым преданным, обитателем Вайкунтхи. So Pati Pavan, the news spreads when he cures the incurable. Поэтому Патита Павана обозначает, что новость будет распространяться повсюду, если он сможет вылечить неизлечимые болезни. The fame of the doctor and the medicine that cured cancer, and everyone's going to know his name, everyone's going to know the name of the medicine. Если появится врач, который предложит лекарство от рака,
Это лекарство узнают все, и имя врача будет всем известно. So therefore, the Yuga avatar, to demonstrate the potency of this name for the Brahmins and the Kshatriyas and the Vaishyas and the Sudras and the Sannyasis and the Vanapastas and householders and brahmacharis, he uses it on Jagai Mada. Поэтому Господь Чайтанья, поскольку он является аватарой в этот век, для того, чтобы доказать могущество святого имени для всех брамну, байши, кшатри, шудр, брамачарья, ванапраст, грихасты, саньяси, спасает самых падших личностей, таких как Джагай Мадхай. And therefore everyone becomes interested. И поэтому все сразу обращают Even if внимание. they don't have an interest, by coming in contact, an interest will eventually awaken. Даже если у них их это не интересует в начале, приходя в соприкосновение с этим движением, у них появляется. At least we know. По крайней мере, мы об этом знаем. So we should take full advantage. И поэтому мы должны пользоваться преимуществами. If you have the cure to all suffering, if you have the key to open the door to liberation, and you don't use it, like, hello, what are you doing? You got the key to open the door to liberation. Put it in the keyhole, turn the lock, open the door, and away you go. Если у вас есть лекарство против всех болезней, почему вы его не используете? Если у вас есть ключ от дверей, ведущих к освобождению, почему бы не открыть дверь и не выйти на свободу? Зачем сидеть в тюрьме? Oh, you know, yeah, nice key, turn the door a bit, but gosh, look. Конечно, хороший ключ, и дверца тоже прекрасна, но в тюрьме тоже есть кое-что интересное. Prabhupada told Saraswati Maharaj when he gave his danda, never look back and think that you've left anything valuable behind now that you're renouncing the world. And never envy the position of the materialistic sense enjoyers. Когда Шрила Прабхупада давал саньясу Сварупе Махараджу, он сказал, что никогда не оглядывайся назад, думая, что ты оставил за собой что-то ценное, и никогда не завидуй положению материалистов, наслаждающих чувством. Prabhupada said, when you get back to the spiritual world, your spiritual master is waiting for you. Прабхупада сказал, что когда вы вернетесь в духовный мир, там вас будет ждать духовный учитель. And he greets you. И он встретит вас. My dear disciple, welcome. Добро пожаловать, мой дорогой ученик, Welcome home. Домой. And he takes your hand. Он берет вас за руку. And he walks you into the kunja, into the forest, where Krishna is standing. Tribanga Sundara Govindam Adipurusham Tamaham. And he puts your hand in Krishna's hand. Он берет вас за руку, ведет вас в рощу, где находится Кришна, и вкладывает вашу руку в руку Кришны. And he walks away and leaves you alone with the Lord for some time. И затем он уходит, и вы остаетесь наедине с Господом на какое-то время. Is there anything you've left behind? Неужели вы что-то оставили ценное? You go through the garbage. They can compare to that benediction. Какой смысл копаться в мусоре? Что в этом ценного по сравнению с таким благословением? So even if you have the tendency to look back, no, yes, no, yes, no, no, I did it. Даже если у вас есть тенденция оглядываться назад, надо заставлять себя смотреть вперед. A.K. Kununandana with one pointed determination, onward Vaishnava soldiers. Надо иметь Экеха Курунандана, неуклонную решимость и идти вперед, как в армии. How do you know you're on the right path? Как можно понять, что вы на правильном пути? Because Prabhupada said so. Потому что Прабхупада это объяснил. And sometimes you get a glimpse. И иногда мы можем сами это понять. It's a special kirtan, a special feast, a class, something. It's just touches a chord in the heart. Мы можем услышать особый киртан, побывать на особом перу, услышать особый класс, и какая-то струна в сердце будет затронута. Jiva Goswami says in Bhakti Sandarbha,
Джива Госвами говорит Бхакти Сандарбха. That's very important to come together and chant Hare Krishna. Очень важно собираться вместе и воспевать Хари Кришна. Congregational chanting. Совместно. To come to the temple Приходить в храм and chant и воспевать. with the devotees. Преданными. Because he says that congregational chanting, the potency of that chanting is even a neophyte devotee can sometimes experience deep spiritual ecstasy. И он говорит, что сила совместного воспевания такова, что даже преданный неофит может ощутить глубокий духовный экстаз иногда. Sometimes in the kirtan, all the neophytes are together doing whatever neophytes do. But the potency of the name when chanted by many Vaishnavas and Vaishnavas is such that even a neophyte devotee, he says, can get an experience of Krishna prema. Много неофитов может собраться вместе и воспевать, так как обычно воспевают неофиты, но Джива Госвами говорит, что даже они время от времени могут почувствовать отблеск Кришна премы. One time Prabhupada was leading kirtan in London, Однажды Прабхупада проводил киртан в Лондоне, in the London temple, в лондонском храме. and it was an ecstatic kirtan. Это был экстатичный киртан. And afterwards Prabhupada said, "Did you see them?" И после киртана Прабхупада спросил, вы видели их? The devotee said, "See who?" Кого видели? Prabhupada Переспросил. said, "Did you see them?" Прабхупад спросил, неужели не видели? Who? Кого? Prabhupada said, "Narada Muni and Lord Brahma." Здесь был Нарада Муни и Господь Брахма. The devotees went, "Lord Brahma and Narada?" Yeah, Prabhupada said, "Yes, sometimes they come to, if it's a good kirtan, they come." Преданные переспросили, Брахма и Нарада откуда? Прабхупад сказал, если киртаны хорошие, они иногда появляются. Pukka devotees like to go where there's a sacrifice, Yajna by Vishnu. So the sacrifice for this age is not Agnihotra, but it's kirtan. Поскольку они возвышенные преданные, им нравится присутствовать на ягьях, и главное яги в этот век это не Агнихотра, а киртан. Especially if Prabhupada's leading kirtan. Особенно если Прабхупада ведет киртан. It's especially beneficial to hear the mantra from the lips of a pure devotee. Слушать мантру в исполнении чистого преданного особенно благоприятно. So Prabhupada said, they were here, dancing, Brahma was over there, Narada was over there. И Прабхупада сказал, пока вы танцевали, здесь находились Брахма и Нарада. So one devotee said, well, what were they, exactly what they were doing? What was Narada doing? И один преданный спросил, а чем они занимались, что делал Нарада? Oh, he was laughing at you because you're all such Kali Yuga devotees. И Прабхупада сказал, ну он смеялся над вами, потому что вы кали-южные преданные. But that's okay. He came and chanted and danced with you. Но ничего страшного, он пришел, когда вы танцевали и пели. So despite our, that we're beginners, still, we can sometimes get a glimpse, and that glimpse, through the feast, through the talk, through the kirtan, that's what keeps us going. И несмотря на то, что мы можем быть начинающими преданными, но иногда мы можем что-то понять благодаря киртану, лекции, пиру, и это то, что вдохновляет нас двигаться вперед. One time after kirtan, the devotee said, "Prabhupada, that was ecstasy." Однажды после одного киртана преданный сказал Прабхупаде, вот это был экстаз. Prabhupada just laughed. He said, "You don't know what is ecstasy." Прабхупада засмеялся и сказал, что ты вообще понимаешь в экстазе? So if we're relishing Krishna consciousness despite our weaknesses, just imagine if we fully surrender and become fixed up in Krishna consciousness, how nice it's going to be. Поэтому, если сознание Кришны нравится нам, несмотря на все наши привязанности и слабости, можно только себе представить, насколько замечательно будет чистое сознание Кришны, когда мы полностью... If you're on the path, the straight and narrow path back to Vrindavan, you can rest assured that everything's going to be very bright on that path. Если вы находитесь на прямом и широком пути назад во Вриндаван, можете быть убеждены, что все будет идеально на этом. The karmis are on the other road, and they have the saying, "Trust no future, however bright." Непреданные находятся на противоположном пути, и поэтому их популярная пословица «Будущему не верьте, каким бы ярким и прекрасным оно ни казалось».
We agree, because if you turn your back on the sun, you see your shadow. И мы согласны, потому что если отвернуться от солнца, можно увидеть только свою тень. If you turn your back on God, you only see the darkness of ignorance. Поэтому, если мы отворачиваемся от Бога, мы можем увидеть только. So therefore, it's true. Trust no future, however bright. Yeah, okay. You turn your back on the sun, you're only seeing darkness. You turn your back on God, you're only seeing ignorance. So yeah, trust no future, however bright it may seem. It's just ignorance, it's darkness. Поэтому это факт, что если отвернуться от Кришны, можно увидеть только тьму, и поэтому такому будущему нет смысла доверять. But if by the mercy of Guru and Krishna, you turn around again and you face the all-blissful, Supreme Personality of Godhead, Krishna, hey, you can trust your future is going to be very bright. Но если вы повернулись лицом к Кришне, вы можете быть уверены, что ваше будущее будет очень светлым. There may be a little problems on the way. Bhaktisiddhanta Saraswati said that road to Braj is strewn with prickles and brambles. Конечно, могут быть какие-то препятствия на этом пути. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что дорога во Врадж покрыта колючками и камешками. Like when you go to Vrindavan, you do Govardhan Parikrama, then all the time you step on the stickers. Например, когда вы во Вриндаване совершаете Говардхана Парикраму, периодически вы наступаете на колючки. But you keep going because it's Govardhan Parikrama. Но вы все равно продолжаете идти вперед, потому что это Говардхана Парикрама. So sometimes the path is a little difficult, not because the process is not perfect, but because our application of the process is not perfect. That's why we meet problems. So we should never leave. We should never give up. И иногда мы можем сталкиваться с трудностями на нашем пути, не потому что это проблемы пути, но это проблемы того, каким образом мы идем по этому пути, и поэтому мы не должны останавливаться. And have faith in Guru and Krishna. Поэтому мы должны иметь Devi веру. Parabhaktir, one who has faith in the words of spiritual master and Krishna, the full purport of Vedic knowledge is revealed. Тот, кто имеет твердую веру в слова духовного учителя, священных писаний Кришны, может понять весь смысл ведических знаний. So we have to take your leave now. We have to go to Vilnius, Lithuania. Сейчас нам надо с вами распрощаться и отправиться в Литву. So I'm very grateful that somehow our paths crossed. Я благодарен тому, что наши пути пересеклись. We're all traversing through this creation. На путешествии по этому творению. Our destiny takes us here, there, and everywhere. Наша судьба забрасывает нас то туда, то сюда. And there's millions of souls in this city, but somehow we are all sitting here and our paths crossed. В этом городе миллионы душ, но так или иначе все мы очутились здесь, наши пути пересеклись. So it was to my benefit to have your association. И общение с вами пошло мне на пользу. Such nice devotees, very sweet. You're all very sweet devotees here. Здесь замечательные преданные. Every place is a little different. And В каждом месте есть свои особенности. Latvian people are a little reserved. Латыши немного сдержаны. They're different than Italians. Немного отличаются от итальянцев. Prego, italiano, mio, Hare Krishna. Here it's like, Hare Krishna Maharaj. Здесь немного по-другому реагируют. You're kind of quiet, and of course when the kirtan, then you go crazy with that's Krishna consciousness. That's who you really are, spirit souls. Все тихо себя ведут, конечно. На киртане все могут с ума сойти. We were in Azerbaijan. We were in Baku, and the Azerbaijani people, they cannot stop talking. Мы недавно были в Баку, в Азербайджане, и азербайджанцы не могут молчать, не способны молчать. Просто поразительно. You know, I do a kirtan. Between the kirtan and when I would start the lecture,
I'd start the lecture and I'd speak for 10 minutes. They're all talking. I'd say, stop talking, and then maybe 2 would stop talking, and the other 100 would keep. Believe it. Когда мы там прекращали киртан, сразу же люди начинали разговаривать, и даже не помогала лекция. То есть они даже во время лекции говорили между собой. Приходилось их уговаривать, помолчать и послушать. So one lady said, "No, no, Maharaj, it's okay. We're talking, but we're listening." И одна женщина сказала: не переживайте, Махарадж, мы можем одновременно разговаривать и слушать вас. She was like, "Boo, boo, we're listening." I said, "So what did I say?" And she repeated everything I said. Она болтала с кем-то и сказала: ну мы все слышим. И я сказал ей: повторите, что я сказала. Она повторила слово в слово. So I just lived with it. I'd give my lecture and everybody would. I felt like I was talking to the walls or something. Поэтому мне пришлось с этим смириться. Я говорил, и все говорили. Мне казалось иногда, что я со стенами разговариваю. I said, probably the only time you don't talk is when you eat. And she said, no, we also talk when we eat. We can talk from one side and chew on the other side. Я сказал, наверное, единственное время, когда вы не разговариваете, это когда вы едите. Она сказала, мы можем и есть, и разговаривать. Одним уголком рта жевать, другим говорить. So Latvians are they're more reserved and more quiet. Латыши, конечно, более сдержанные и более тихие. This is Europe, so it's like a little. Европа, все так серьезно. But it's also nice. Но тоже хорошо. Because it's easier for me to concentrate when no one's talking. Потому что мне легче сосредоточиться, если никто не говорит вокруг. So we enjoyed our short stay here. Поэтому нам понравилось короткое пребывание здесь. And we stayed at a very nice home. Мы гостили в замечательном доме. What's Prabhu's name? Where was Dima. Dima. У Димы. Is Dima here? Дима здесь. Stand up, Dima. Пожалуйста, встаньте. Stand up. Встаньте, чтобы Give вас him a big видели. round of applause. Поаплодируйте. You know, sannyasis, they have sometimes a palace, sometimes under a tree. So we have to stay everywhere. But his house is the best place I ever stayed in 40 years of traveling. Саньяси иногда приходится жить во дворцах, иногда под деревьями. Но дом Димы – это лучший дом, в котором я останавливался за последние 40 лет. Yeah, he lives there alone. There's no wife and no kids and no cats and no dogs. And it's very clean and very nicely designed. Он живет в доме один, у него нет ни жены, ни детей, ни кошек, ни собак, поэтому для меня это было большое облегчение. И в доме очень чисто и очень хороший дизайн. And there's no rugs. И нету никаких ковров. I don't like the rugs because the bugs come in the rugs. Я терпеть не могу ковры, потому что их очень любят клещи пылевые. I don't know, I hate rugs. So they had nice wooden floors, and the bathroom was suchi and clean. So we really got a good rest there. Там очень чистые паркетные полы и чистые душевые, поэтому я там очень хорошо отдохнул. You should go and stay there sometime. Можете как-нибудь к нему в гости приехать, пожить у него. That's very nice. Очень And здорово. you liked kirtan and you like to listen also. I could go on for hours, but you know, you've got a hard seat on the floor. I'm sitting on this big soft cushion. Well, I can speak, but you're sitting on the hard floor, so I have to stop. И вы очень энтузиастично принимаете участие в киртанах, вы хорошо слушаете. Я могу, конечно, продолжать говорить очень долго, потому что я сижу на мягкой подстилке, а вы сидите на жестком полу, поэтому я не хотел вас обременять и дольше говорить. И у вас замечательный храм. I went on a tour with Rishikesh, where he took me to every room in the temple. This is the temple with 1,000 rooms. И сегодня днем Ришикеш Прабху провел меня по всему храму. Он завел меня в каждую комнату и в каждый уголок храма. И похоже, что здесь около 1000 комнат. And every little inch in this temple is being used to its full capacity.
и каждый дюйм храма использован по максимуму. This is good leadership. Это хорошее руководство. Very good temple president, one of the longest standing temple presidents in the International Society for Krishna Consciousness. Очень хороший президент. Это, наверное, президент, который дольше всего находится в своей должности в Международном обществе сознания Кришны. Lots of good ideas. С множеством хороших идей. So, how long was it that I was away? How many years ago did I come here? 8 years, yes, that's a long time. Меня здесь не было около 8 лет. Это достаточно долго. I was just a boy last time. Прошлый приезд я был совсем юным, сейчас я уже состарился. So I think I'll come back next year. Поэтому я надеюсь приехать в следующий раз в следующем году, раз в год. That's okay. 8 years is like a yuga. 8 лет подобно юге. So I'll come back and get your association again. So thank you, and please keep me in your prayers as you're in my prayers. Я надеюсь возвращаться чаще. Большое вам спасибо, и не забывайте меня в своих молитвах. Я буду вас не забывать в своих. God bless, and we'll see you again soon. Пусть вас Господь благословит. Увидимся скоро. Харе Кришна. Индродюмна Махарадж ки.